Сегодня воскресенье, хорошая погода, в Одессе сегодня солнечно и жарко, поэтому все отправились, конечно же, куда? К морю. На море отдыхают просто тысячи людей. И кажется, как будто все спокойно и хорошо. Но на самом деле последние дни и даже не исключая сегодняшний день, в Одессе очень неспокойно и действительно моментами очень страшно. Сегодня 12 июля 2026 года, и всех приветствую из летней Одессы. Как вы видите, одесситы не унывают и продолжают жить эту жизнь, но уже 2 дня у нас творится действительно что-то страшное. И утро в Одессе сегодня тоже началось не с кофе. Такая сейчас контрастная жизнь в Одессе. Было у нас вроде бы спокойно, тихо и хорошо. Мы хоть немного выдохнули. И в такие моменты Одесса превращается действительно в райское место, особенно с конца весны, летом. Все цветет, много людей, прекрасное море. Люди со всей Украины платят большие деньги для того, чтобы приехать к нам отдохнуть. Но из-за войны периодически в городе начинается действительно ад. Кто попал на эти выходные на отдых в Одессу, наверное, не забудут этот отдых никогда. Да, у нас периодически были обстрелы, тревоги, то ракеты, то шахеды, но чтоб так массово, как эти 2 дня, уже я такого даже и не помню, чтоб так много летело ракет на Одессу и Одесский район. На пляжах, конечно, с утра просто тысячи людей, и, конечно, в это время летят шахеды просто у людей над головами. Кто приехал из других городов Украины, у которых такого нету, то они, наверное, просто находятся в каком-то шоке и, конечно, теряются и не знают, что им делать. Но все предупреждают во всех пабликах: пожалуйста, если есть тревога, если вы знаете, что летит что-то на город, видите, то, пожалуйста, уходите с пляжей и берегите свою жизнь и здоров'я. Як кажуть у нас в Україні, не нехтуйте повітряними тривогами, а одразу йдіть в укриття. Недавно температура воды в Черном море у берегов Одессы была целых 26 градусов, потом уменьшилась до плюс 14, плюс 15, а сейчас говорят, что снова прогревается и примерно 22 градуса на сегодняшний день. Привет из Одессы. Позитив во мне сегодня нужно просто искать. Ой, после таких ночей и дней, что мы переживаем, конечно, одесситы меня поймут, и гости города, которые приехали на выходные в Одессу, наверное, тоже. У нас такая тяжелая ночь была, сколько ракет летело. Я не помню, что сколько одновременно ракет летело на Одессу, на Одесский район. Потом в 5 утра история повторилась. У меня, все мои знакомые просто в коридоре лежали на полу, кто не успел спуститься в паркинг, потому что, понятное дело, никто не знает, что куда упадет. Сегодня с утра эта история тоже повторилась. Думаю, так, середина лета уже прошла, в воскресенье выходной поеду, позагораю хоть немного на море. Ну что, думаете, поехала? Нет, потому что постоянные тревоги, а бегать на пляже от тревог туда-обратно мне не хочется. Хотя многие загорают, у меня друзья сейчас на море лежат, они не боятся, не переживают. Ну, моя психика уже, наверное, немного расшаталась, как и у многих во время войны, поэтому мне такой отдых не подходит. Вообще паники в Одессе нет, никто ее не навевает, просто кому-то страшно, у кого-то более устойчивая психика, кому-то не страшно, люди все равно едут на море, вы видите, что на море много людей, это все решает индивидуально каждый, что ему делать. Кто-то гуляет, кто-то загорает на море, кто-то гуляет в центре, смотрит достопримечательности, каждый выбирает, чем ему заняться. Лаванда продается по 150 гривен букетик. Смотрите, какая красота. Какая лапочка сразу здесь на пороге. Лаванду продает. Смотрите, у него ошейничек там. Лавандой пахнет, не могу передать этот аромат. У
У нас вообще вчера не день, а какой-то апокалипсис был. Тут постоянные тревоги, тут постоянные обстрелы, еще что-то. А потом вечером просто ни с чего, как начался очень сильный ветер, сильный дождь, просто какой-то шквал. И в некоторых заведениях у моря, где-то с другой стороны города, просто повылетали стекла, и 6 человек пострадало из-за этого ветра, и были госпитализированы, просто били стекла, бились витрины, и, понятное дело, пострадали люди. Вот так нас погода тоже может удивить. Сейчас нам снова дали предупреждение об опасных метеорологических погодных условиях. Обещают шквал, обещают сильные порывы ветра и сильную грозу. Все гуляют, нагуливают аппетиты. Здесь прям на Дерибасовской есть такое заведение, Алибаба называется. И что они предлагают после отдыха на пляже? О, какие здесь вкусности. Это, вижу, кебаб, шашлычок, здравствуйте, стейки. Вообще прелесть. В сыром виде мы увидели. Теперь в приготовленном увидим 410 запеченная баранина. Ну, правильно приготовленная баранина — это вкусно и полезно. Баранина считается очень полезным мясом. Я ее готовить не умею, она получается у меня плохо, но кто умеет, вот я пробовала в заведениях, это действительно очень вкусно. Многие удивляются, почему в Одессе столько людей, если страшно, если тревоги. Ну, мне кажется, просто люди, многие устали бояться жить постоянно в стрессе, тяжелая зима, отсутствие отопления, электроэнергии. Когда жить, если не сейчас? И люди просто уже, несмотря ни на что, рискуют и едут, чтобы немного выдохнуть, выбирая Одессу местом для своего отдыха. И я когда иду по городу и вижу вот это огромное количество людей, я всегда вспоминаю довоенное время, потому что до войны тоже тысячи туристов гуляли по улицам города. Ну, конечно, не только в Одессе, по всей Одесской области люди ехали на море, но сейчас многие курорты Одесской области закрыты, поэтому все в основном едут в Одессу. И я помню, как в Одессу приезжало очень большое количество иностранцев. Во-первых, Одесса известный город, и многие хотели его посетить. Ну, а во-вторых, у нас огромное количество интересных заведений, ресторанов, кафе с потрясающей кухней, с одесской кухней, с бессарабской кухней. И многие, когда приезжали, отмечали то, что у нас очень вкусно. И самое главное, что до войны у нас еще было очень дешево по сравнению с другими европейскими городами, другими курортами мира, поэтому люди выбирали Одессу местом для того, чтобы относительно недорого и хорошо отдохнуть. Хотя Одесса считается не дешевым украинским городом по сравнению с другими городами мира, он на тот момент казался дешевым. Конечно, война внесла изменения в цены тоже, они с каждым годом все больше растут, но все равно люди едут. Конечно, иностранцев гораздо меньше, потому что многие боятся, они не жили в такой обстановке и не хотят везти сюда своих детей, испытывать судьбу. Но я думаю, когда война закончится, то у Одессы, конечно же, огромный туристический потенциал, потому что даже по нашим комментариям я знаю, что в Одессу очень мечтают приехать многие наши зрители. Сейчас как раз прохожу очень одесское место, которое называется Одесский гастроном. Уже потихоньку начинают люди занимать столики, потому что, как и во многих туристических городах мира, сначала все на пляже, а потом, конечно, все хотят поесть, ну и, конечно же, попробовать вот эту настоящую одесскую кухню. И представлено сразу меню. Икра из синеньких. Наше блюдо нужно пробовать: тюлечка с картоплею, форшмак. Это, конечно же, одесская кухня. Здесь можно найти, в принципе, все, что удобно. Ну и вижу, здесь есть рыбка цаца. Это у нас тоже любят, 280 гривен за порцию. Так мы сегодня живем в Одессе. И знаете, сейчас существует как будто две Одессы. Одна тихая, спокойная, красивая, цветущая, летняя, и другая, очень страшная, шумная и очень опасная. Но мы приспособились уже к такой жизни, и каждый из нас верит только
самое лучшее. Самое главное сейчас стараться следить за безопасностью. А все остальное мы переживем. В Одессе отмечают свадьбы, в Одессе отмечают дни рождения, в Одессу едуть люди. І кожен українець мріє про те, що все в нашій країні буде добре. До встречи в следующем видео из Одессы. Всем пока-пока. Тихих дней и ночей нам, украинцам, как можно больше.